Эта невероятная история произошла в Канаде. Когда Анна возвращалась домой после удачного дня на рыбалке, она решила срезать путь через кусты вместо обычного маршрута. В этот момент ее поразило величайшее потрясение в ее жизни. Она успела отойти всего на несколько метров от тропы, как вдруг прямо перед ней появилась огромная черная волчица. Волчица была так близко, что она могла видеть, как ее нос шевелится при дыхании. Женщина старалась сохранять спокойствие и вести себя так, как ее учили. Она подняла руки и увеличила свой рост, чтобы казаться более устрашающей и менее похожей на потенциальную добычу. Волчица поднялась на задние лапы и обнюхала ее. Она была действительно угрожающе близко. Это было страшно. Но тут волчица села и начала скулить. Сначала Анна отошла, готовая отступить, но ее болезненные стоны заставили ее обернуться. Она заметила, что у волчицы на боку было несколько порезов. Ее передняя лапа также, похоже, была повреждена. Это могло сделать ситуацию еще более опасной. Однако волчица не представляла угрозы. Вместо этого она выглядела просто удрученной. Анна вспомнила раннее утро. За рекой шла волчица со своим волчонком. Вероятно, это была та самая волчица. Но что случилось, что она пострадала? А где был волчонок? Эта мысль немедленно заставила Анну действовать. Она поняла, что волчица просит ее о помощи, и осторожно последовала за животным к реке. Оказавшись у реки, Анна лихорадочно искала волчонка, а мать-волчица все еще сопровождала ее. Но волчонка она не увидела. Это было странно. И вдруг из воды появилась темная голова. Анна сосредоточила взгляд на этом месте. И действительно, голова волчонка снова высунулась, как будто вцепившись в камень. Вода текла по волчонку. Он не сможет продержаться дольше. Анна подозревала, что волчица тщетно пыталась спасти своего детеныша и при этом была ранена. Понимая, что она не сможет сделать это в одиночку, она пошла за помощью и нашла Анну. Анна не могла позволить волчонку утонуть прямо у нее на глазах. Но она по личному опыту знала, насколько сильным и опасным было течение на этом участке реки. Прыгнуть без подготовки было бы опасной для жизни ошибкой. Ей пришлось придумать план. Она быстро схватила свои рыболовные снасти и веревку, которую обычно использовала для ловли рыбы. Она надежно привязала веревку к своей талии и оставила длинный кусок лежать перед собой. Другой конец веревки она крепко привязала к дереву на берегу реки. Затем она решительно прыгнула в воду. Течение в воде оказалось даже сильнее, чем она опасалась. Изо всех сил Анна пробилась к скалам, где она в последний раз видела волчонка. Опыт Анны в качестве бывшего морского котика сослужил ей хорошую службу, поскольку неопытный пловец, возможно, не смог бы выжить в таких бурных течениях. Она подошла к камням и задержалась, чтобы увидеть, где именно находится детеныш. На мгновение все, что она могла слышать, это рычание и стоны волчицы на берегу, которая отчаянно ходила туда-сюда и явно волновалась. Но она, казалось, понимала, что слишком опасно снова погружаться в стремительную воду. Вся ее надежда снова увидеть своего детеныша теперь возлагалась на этого необычного человека. Анна тяжело дышала и была в замешательстве. Бурный прилив и постоянное наводнение мешали ей определить точное местонахождение волчонка. Она была вне себя от радости, когда увидела перед собой голову волчонка. Чтобы добраться до детеныша, ей пришлось бы лишь плыть дальше вниз по течению. Но затем, в трагический момент, волчонок потерял контроль над камнями и был унесен рекой. Его голова исчезла в темной воде за долю секунды. Анна без колебаний прыгнула за ним и поплыла изо всех сил. Если бы она потеряла волчонка в этот момент, он мог бы быть потерян навсегда. Маленький волчонок ушел под воду и, казалось, перестал сопротивляться. Ситуация выглядела ужасной. Но Анна отчаянно сопротивлялась и поплыла за волчонком.
Но веревка, которую она обвязала вокруг своей талии, становилась все туже и, наконец, достигла конца. Когда голова волчонка появилась снова, она вовремя схватила ее. Она боялась, что волчонок будет сопротивляться или поцарапает ее, но волчонок просто безвольно лежал у нее на руках. Но это был еще не конец. Теперь пришло время вернуться на безопасный берег. Анна знала, что для этого ей понадобятся обе руки, чтобы плыть. Она схватила кусок веревки, который ранее выбросила, и обвязала им волчонка. Теперь Анна могла использовать все свои силы, чтобы доставить его в безопасное место. Ей помогло то, что детеныш был неподвижен, но в то же время это было и большой проблемой. Возможно, уже было слишком поздно спасать жизнь волчонка. Что произойдет, если она доберется до волчицы с бездыханным детенышем? Это может иметь немыслимые последствия для Анны. Но в тот момент она не могла сосредоточиться на этом. Вся ее энергия должна была быть направлена на то, чтобы доставить его в безопасное место. Она чувствовала, как ее энергия утекает. Только адреналин двигал ее вперед. Внезапно ее ноги коснулись земли. Они прибыли на мелководье. Анна смогла подобрать волчонка и вытащить его из воды. Волчица приближалась к ним с головокружительной скоростью. Она была на удивление быстрой для такого раненого животного. Анна знала, что ей придется отвязать веревку от волчонка, прежде чем волчица доберется до них. Она даже не успела взглянуть на детеныша, как волчица схватила его. Однако, когда волчица сделала несколько шагов в сторону леса, она внезапно начала опасно раскачиваться. В следующий момент она с грохотом упала на землю. Волчонок ползал по ней, но она не двигалась с места. Анна бросилась поближе, чтобы посмотреть, в чем проблема. Только тогда она поняла, что порезы, должно быть, оказались хуже, чем она предполагала. Видимо, адреналин в ее теле поддерживал ее. А теперь, когда ее ребенок был жив и в безопасности, она совсем сломалась. Анна не могла в это поверить. Она спасла волчонка только для того, чтобы увидеть, как тот осиротел на ее глазах. Она чувствовала себя беспомощной. Там у нее не было связи на мобильном телефоне, и у нее не было достаточно времени, чтобы дойти до дома. В этот безнадежный момент произошло нечто неожиданное. Вдруг она услышала что-то вдалеке. Это было похоже на пикап. Она громко крикнула, и внезапно ее окружили несколько лесников. Некоторые туристы, которые ранее видели, как она спасала детеныша в реке, поспешили покинуть лес, пока их не встретили. Затем они предупредили лесников, которые прибыли на место как можно быстрее. У них с собой был большой ящик, и поскольку волчица все еще не реагировала, они смогли безопасно о ней позаботиться. Они перевязали ей раны, чтобы остановить потерю крови, а затем осторожно погрузили ее в ящик. Спасательная команда отвезла двух волков в ближайшую клинику для лесных животных, где им оказали профессиональную помощь. Люди надеялись спасти волчице жизнь. Без нее реабилитировать малыша было бы непросто. В тот же день матери пришлось перенести операцию. В некоторых ранах у нее даже развилась инфекция. Волчонок все еще был очень слаб после опасного для жизни опыта, поэтому они успокаивали его, чтобы он мог отдохнуть и прийти в себя. Усилия по возвращению матери к здоровью были интенсивными, но присутствие ее ребенка, казалось, дало ей силы, необходимые для выздоровления. К счастью, два животных со временем выздоровели, и, наконец, настал день, когда они должны были вернуться в свой настоящий дом — лес. Спасательная команда составила план освобождения и проинформировала о нем Анну. Они встретились на месте освобождения дальше в лесу. Момент, когда двери клетки открылись, был волшебным. Волчица тут же побежала в сторону леса. Волчонок на мгновение заколебался, посмотрел на мать, а затем последовал за ней на свободу. Анна едва могла сдержать слезы. Она гордилась тем, что спасла маленькую семью, хотя ей было немного грустно от того, что она, вероятно, никогда больше их не увидит.
Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.